37-я серия готова к просмотру. Сегодня у нас урок выживания от Сюйцина. Запомните первое правило его мира. Если кто-то предлагает вам выгодную сделку, немедленно проверяйте свои карманы и готовьте талисман бегства. Иначе вы останетесь не только без ресурсов, но и без штанов. Переходим к делам насущным. Мой архивный канал снова работает. Там накопилось более 15 тысяч серий аниме и дунхуа. Чтобы не блуждать в поисках любимых серий, забирайте прямую ссылку из нашего телеграм-сообщества. Кстати, о сообществе. Сейчас в чате стоит гробовая тишина, будто все соблюдают обет молчания. Хватит медитировать в одиночку, давайте общаться. Ссылка для входа, как всегда, в описании. Перед началом хочу выразить респект подписчикам Boosty. Вы обеспечиваете канал духовными камнями, что позволяет мне выпускать ролики без сбоев. Для остальных у меня есть предложение. Пока цена подписки держится на уровне 50 рублей. Но инфляция не щадит даже культиваторов, и скоро ценник поднимется до стоимости полноценного обеда. Подумайте сами. Обед забудется к вечеру, а эксклюзивы и ранний доступ останутся с вами до конца времен. Все ссылки и детали по поддержке в описании. Запускаем разбор. Сюйцин шагал по улицам Семи Кровавых Глаз в простой серой даосской рясе, направляясь прямиком к транспортному отделу 176-й гавани. Он и не подозревал, что двое учеников за его спиной еще недавно шептались о его словах. Совет он дал мимоходом, не придавая ему значения. Его духовный корабль был уничтожен полностью, и теперь у него не осталось ни одного места, где можно было бы спокойно перевести дух. Разве что возвращаться в старую пещеру на 7-й вершине. Он решил, что прежде чем идти в отдел убийств, разыщет старшего брата Джан Саня и обсудит с ним судьбу нового корабля. Полгода Сюйцин не бывал в главном городе секты, и теперь, проходя мимо знакомых лавок и толп прохожих, он впервые за долгое время ощутил что-то похожее на покой. Война будто отступила куда-то за горизонт. Здесь, вдали от передовой, жизнь текла почти как прежде. Разве что часть гавани секта реквизировала под перевозку стратегических грузов. Телепортационные массивы обходились слишком дорого, а медленные торговые корабли при полугодовом расстоянии до фронта вполне годились. Эта война явно не собиралась заканчиваться быстро. Старший брат Джан Сань не прогадал, подумал Сюйцин, представляя будущую прибыль, и невольно улыбнулся. Впрочем, расслабляться не стоило. То, что натворил капитан, разожгло в слишком многих алчность. К счастью, самое пристальное внимание сейчас приковано именно к капитану. Если кто-то и рискнет напасть, разбираться сначала придется с ним. А он ведь только рад лишний раз покрасоваться. Значит, правду о моей роли лучше не раскрывать. Рассудил он и почувствовал, как тревога немного отступает. Оставалось лишь надеяться, что капитан скоро вернется. К 176-й гавани Сюйцин добрался быстро. Половина ее тоже была отдана под нужды секты. У берега покачивались груженные боевыми припасами корабли, готовые к отплытию. И от одного их вида сердце невольно сжималось. Гавань преобразилась до неузнаваемости. Улицы стали чище, лавки одна за другой открывали двери, а поток людей вырос в десятки раз. После объединения 3 гаваней территория разрослась, и вместе с ней количество и разнообразие торговых рядов. Не заходя внутрь транспортного отдела, Сюйцин достал именной жетон и отправил Джан Саню голосовое сообщение. Не прошло и мгновение, как из здания стрелой вылетела знакомая фигура. «Сюй!» Не долетев, Джан Сань восторженно выкрикнул половину имени и, спохватившись, проглотил остальное. В следующий миг он уже стоял рядом, вцепившись в руку Сюйцина, и потащил его на один из складов отдела. «Вы оба прославились на всю секту!» – выпалил Джан Сань, едва они оказались внутри. «Это заслуга капитана», – тут же поправил его Сюйцин. «Вы совсем спятили? Забраться в клан морских трупов и отломать нос священной статуи прародителя? Да так, что она теперь и восстановиться не может. Говорят, у нее вовсе нет носа». Джан Сань не скрывал восторга. «И это тоже дело рук капитана», – поспешно уточнил Сюйцин. «Их верхушка, говорят, чуть с ума не сошла. Пыталась договориться с предком клана о возврате носа, но тот отказал наотрез. Капитан совсем обезумел. Меня в это дело затянуло заодно», – вздохнул Сюйцин. Немного успокоившись, Джан Сань взглянул на него с любопытством и спросил, у него ли еще сам нос, и попросил взглянуть. «У меня. Только он давно превратился в обычный камень, стоило нам покинуть земли клана». Сюйцин со вздохом достал добычу и с грохотом опустил ее на пол. Каменная глыба оказалась исполинской,
больше 10 метров в поперечнике, серая и испещренная множеством отверстий, похожих на пчелиные соты, будто в них навсегда застыли годы и песчаные бури. «Осторожнее!» И тут же обежал находку кругом, ощупывая каждый выступ, а глаза его разгорались все ярче. Кто сказал, что здесь нет ничего необычного? Это же статуя божества клана морских трупов, вещь, которую весь клан жаждет вернуть больше всего на свете. Это их гордость. Тут же Джан Сань выпалил план – построить в гавани огромный музей и выставить трофеи всем на обозрение. С таким музеем наш порт станет неприступным, Сюй Цин. Секта сама займется охраной и рекламой. Сюда хлынут толпы, и мы станем главной гаванью всех 7 кровавых глаз. А лавки и улицы вокруг только вырастут в цене. Сюй Цин слушал, и в глазах его мелькнул странный огонек. Он невольно восхитился деловой хваткой старшего брата и, поразмыслив, согласился с планом. Покончив с этим разговором, он немного помедлил и тихо произнес: «Брат Джан Сань, что до моего духовного корабля?» Джан Сань, поглаживая каменный нос, довольно улыбнулся, будто ждал этого вопроса. «Доставай его сюда». Я давно догадался, что твой корабль после такого возвращения не мог остаться цел. У гавани теперь достаточно средств, починю, каким бы он ни был разбитым. Буду очень благодарен, старший брат, если получится побыстрее. Сюй Цин поклонился и уже собрался уходить. «Стой, а где сам корабль? Ты хоть дай мне его, как я чинить буду?» Растерялся Джан Сань. «Его больше нет», – спокойно ответил Сюй Цин. На складе повисла тишина. Джан Сань медленно распахнул глаза. «Нет? Нет», – также коротко подтвердил Сюй Цин. Джан Сань помолчал, горько усмехнулся и покачал головой. «Как это случилось? Его разбил эксперт стадии формирования ядра», – честно признался Сюй Цин. Глядя на невозмутимое лицо младшего, Джан Сань понял, что ошибался в своих прежних расчетах. Этот парень оказался таким же безумцем, как и сам капитан. Всего лишь культиватор возведения основания, а уже провоцирует формирование ядра. Такое переживет не каждый, а уж вернуться живым и подавно. А что с капитаном? Не выдержал он, невольно подумав, что если Сюй Цину досталось так сильно, капитану вряд ли повезло больше. «Капитан!» Сюй Цин вспомнил 3 ауры формирования ядра, вспыхнувшие в небе в миг его телепортации, и предпочел промолчать. «Ладно», – вздохнул Джан Сань. «Заодно с кораблем сколочу капитану гроб. Не пригодится сейчас. Пригодится потом». Проводив Сюй Цина, он тут же передумал. Раз уж мастерить гроб, то лучше сразу 2. Они ведь оба одинаково чокнутые братья. Пусть будет по-честному. На улице уже стемнело. Сюй Цин неспешно шел вдоль берега, вслушиваясь в шум волн. Знакомые звуки понемногу успокаивали его. «Значит, дальше нужно затаиться в секте», – решил он и свернул к отделу убийств. Появление заместителя начальника заставило всех учеников отряда невольно подтянуться. Отдел убийств 176-й гавани служил штабом черного подразделения, и Сюй Цин отвечал именно за него. У его жилища постоянно дежурили ученики уровня конденсации ЦИ, готовые исполнить любое поручение. Среди них был и немой, который при виде хозяина тут же присел у входа, с подозрением поглядывая на всех вокруг, будто любой посторонний уже враг. Сюй Цин ясно чувствовал присутствие немого снаружи и отметил про себя, что духовное море того выросло до 210 метров. А значит, юноша уже достиг 7-го уровня писания трансформации моря. «Быстро совершенствуется», – подумал он, но расспрашивать не стал. У каждого свои тайны, и чужие дела его не занимали. Так минуло полмесяца. Весть о возвращении Сюй Цина, как бы он ни старался держаться незаметно, все же разлетелась по секте. Но дурная слава отдела убийств и его собственное положение отпугивали большинство желающих нанести визит. Разве что Хуан Янь, Дин Сюэ, да еще несколько человек все же решились его потревожить. За эти же полмесяца фронт бушевал вовсю. Сражения между 7 кровавыми глазами и кланом морских трупов достигли предела ожесточения, и особенно кровавой выдалась битва неделю назад. Секта разделила силы на 7 отрядов и разом атаковала 7 вспомогательных островов противника.
4 отряда лишь отвлекали и сковывали врага ложными маневрами, а 3 настоящих острием рвались занять острова как плацдарм для удара по коренным землям клана. Сюй Цин не видел сражения своими глазами, но донесения с фронта были подробны и не щадили воображение. В итоге секте все же удалось закрепиться на 2 вспомогательных островах, поставив клан морских трупов в крайне тяжелое положение. Даже высшие чины клана несколько раз сходились друг с другом в схватках, а секта, воодушевленная успехом, увеличила награды, и ученики, почуяв запах наживы, бросались в бой с удвоенным остервенением. Награды за головы капитана и Сюй Цина, было поутихшие на фоне большой войны, снова взлетели вверх после неожиданного объявления, и на этот раз Сюй Цин внезапно оказался даже популярнее самого капитана. Дополнительную награду назначил Мяо Чень, ученик пути клана морских трупов. Любому, кто убьет Сюй Цина, он обещал исполнить 10 желаний в пределах своих возможностей, а за достоверные сведения о его местонахождении хотя бы одно. Слава и боевая мощь Мяо Ченя были столь велики, что о нем знали даже за пределами клана, и объявление породило бурю пересудов, а вместе с ней всплыла и история о его недавнем поединке с Сюй Цином, которую сам Мяо Чень предпочел бы скрыть, но выбора не было. Важнее была смерть врага, а не собственная репутация. Следом он бросил вызов напрямую. «Сюй Цин, осмелишься ли ты выйти на поле боя и сразиться со мной 1 на 1, без чужого вмешательства?» Сюй Цин это послание видел, но не удостоил ответом. Он считал ученика пути попросту недалеким. Ни жизнь в трущобах, ни выучка секты не привили ему вкуса к честным поединкам. Куда проще было подкрасться в темноте, перерезать горло и скрыться незамеченным. Тем временем в главном городе секты назревало другое событие – строительство огромного музея в 176-й гавани. Скрыть затею не удалось. Тем более, что сам Джан Сань, вместо того, чтобы молчать, охотно подливал масло в огонь. Вскоре все культиваторы главного города знали – в музее будет выставлен единственный экспонат – тот самый нос 7-й статуи бога-прародителя клана морских трупов, добытый Сюй Цином и капитаном. В день открытия на него сможет взглянуть любой желающий, будь то ученик секты или гость из другого клана. Весть эта потрясла не только столицу 7 кровавых глаз, но и долетела до самого клана морских трупов, повергнув его в ярость. Ничто не унижало их сильнее. Предок секты, узнав об этом, пришел в отличное расположение духа и даже собственноручно вывел каллиграфический свиток, велев отправить его прямиком в музей. На свитке значилась короткая фраза «Нос в огне». Получив от Джан Саня весточку, Сюй Цин покинул отдел убийств и явился к почти достроенному музею. И, увидев исполинский нос под этим самым свитком, замер в недоумении. Стоявший рядом Джан Сань выглядел не менее растерянным. «Что предок вообще имел в виду?» – пробормотал он и тут же предположил. «Может, он хочет, чтобы мы его подожгли? Устроили инсталляцию с горящим носом?» Сюй Цин уже открыл рот, чтобы ответить, но вдруг насторожился и резко обернулся к пустому дверному проему музея. «Что случилось?» – не понял Джан Сань. Сюй Цин прищурился, вглядываясь в пустоту, а в следующий миг в его правой руке блеснул кинжал. Взмах, и воздух рассек свист, а следом из ниоткуда донесся удивленный возглас. Тут же за спиной Сюй Цина взвыл ветер. Он, не оборачиваясь, выпустил 2 вспышки огня жизни, окатив пространство волной жара, и с разворота ударил кулаком в пустоту. Раздался грохот. Сюй Цин отступил на пару шагов, глядя на то место, где на миг проступили размытые очертания фигуры и тут же снова растворились в искаженном пространстве. «Чень Эрню», – негромко произнес он, обращаясь к пустоте. «Называй меня, начальник отдела». Донесся оттуда раздраженный голос, но сам обладатель голоса так и не показался. Джан Сань, узнав интонацию, тут же радостно шагнул навстречу искажению. «Капитан, ты вернулся!» Конечно, вернулся. Ничего опасного. Всего пара десятков преследователей стадии формирования ядра. Я от них с легкостью оторвался. Даже успел заскочить на поле боя клана морских трупов по пути назад. Донесся из пустоты голос Чень Эрню, а следом в воздухе повисло надкушенное яблоко и раздался хруст нового укуса. «А почему ты до сих пор невидимый?» – с любопытством спросил Джан Сань. В скрытой от глаз пустоте стояла фигура, от которой мало что осталось.
Одна нога, одна рука, переломленная поясница, тело сплошь в ранах, несколько из которых прошли на вылет, а лицо было разбито до неузнаваемости. Волосы обгорели, будто их лизнуло пламя. Это и был капитан. Через силу, приоткрыв заплывшие, превратившиеся в щелочки глаза, он гордо выпятил губу и произнес: «Привычка. Невидимость – штука удобная. Столько всего можно делать незаметно». К тому же начальнику отдела в таком виде положено выглядеть особенно внушительно. С этими словами он демонстративно поднес ко рту яблоко и с достоинством продолжил жевать. Я с этими десятками культиваторов формирования ядра играл как с котятами. Даже успел заглянуть на статую первого прародителя трупов, да помочиться на нее. Жаль, слишком большая, а то притащил бы сюда, чтобы вы тоже приложились. И вообще, весь этот вид у меня ради заместителя Сюя, чтобы прикрыть его. Сам-то я хоть с закрытыми глазами пройду в тыл клана морских трупов, а вот заместитель не может. Я даже заглянул в главный дворец клана, не унимался он. Если бы не спешил к вам, заглянул бы еще и в покое, где лечится их предок. Глядишь, стащил бы чего-нибудь оттуда. Голос звучал гордо, хотя лицо капитана распухло, как у поросенка, а тело то и дело сводило от боли. Тяжесть его ран была под стать той ярости, что выказывала когда-то Имлин, только на этот раз тело было почти раздроблено. Выжить и вернуться в таком состоянии стоило ему немало, но гордость начальника отдела не позволяла ему это показать. «Заместитель Сюй», — добавил он, посмотрев на Сюйцина, — «не забывай, что в этот раз начальник отдела здорово тебе помог. Ты мне должен 50 тысяч духовных камней. Не вздумай забыть вернуть». Сюйцин молча слушал, разглядывая на земле тень, которую кроме него никто не видел. Она в точности повторяла позу однорукого одноногого капитана, покачиваясь и жуя невидимое яблоко. «Капитан, если награда за твою голову 100 миллионов, то за ногу и руку, наверное, 30 наберется?» Оторвавшись от тени, с любопытством спросил Сюйцин, глядя на парящее яблоко. На яблоке застыл след укуса, а сам укусивший, судя по всему, на миг замер. «Заместитель начальника Сюй, что ты несешь про ногу? Ничего не понимаю. Зато я точно помню, что ты мне должен 20 тысяч камней. Я все-таки жизнью рисковал, чтобы прикрыть тебя». Сюйцин хмыкнул, вытащил из-под одежды нефритовую табличку и бросил ее в сторону яблока. На ней хранилась запись, добытая предком алмазной секты, где капитан в облике третьей принцессы жеманно покашливал. Табличку тут же поймали, и спустя мгновение из пустоты раздался раскатистый хохот. «Ладно, ладно, младший брат, я просто пошутил. Кстати, Джан Сань, а ты тут чем занят? Что это вы строите? И почему тут нос?» Джан Сань покосился на говорящую пустоту. Самым большим предметом здесь и правда был именно нос, трудно было его не заметить. И мысленно отметил, что капитан слишком уж резко меняет тему. «Капитан, у тебя ведь еще остался кусок носа статуи? Тащи его сюда, я попробую собрать их воедино для выставки», – предложил он вместо ответа. Не успел он договорить, как рядом с грохотом рухнула вторая исполинская серая глыба, та самая часть носа, что унес с собой капитан, только теперь с явными следами зубов по краям, будто кто-то пытался ее прожевать. «Бесполезная штука», — лениво заметил капитан. По дороге пробовал грызть, никакого толку. Джан Сань, не обратив внимания на это признание, тут же подтащил находку к первому куску и с горящими глазами занялся примеркой. «У меня еще есть дела», — продолжил капитан. «Готовлю большой план, раздобыл уже сердце высокоуровневого мертвеца, осталось собрать нужные сведения. Как все будет готово, провернем дело втроем, вот тогда заживем по-настоящему». «Еще одно дельце», — вздохнул Джан Сань, глядя на парящее яблоко почти с благоговением. «Не просто открыть отверстие Дхармы, заместитель Сюй. Твои амбиции слишком мелкие. Если все выгорит, взлетим до самых небес. И плоть Имлин, и сердце мертвеца – все ради этого плана», – возбужденно продолжал капитан, но тут же скривился. Старые раны снова напомнили о себе. «Ладно, позже расскажу подробнее, мне пора». Дел не впроворот. С трудом сдерживая боль, беспечно бросил он и, подпрыгивая, скрылся прочь. Джан Сань его не видел,
Но Сюй Цин проводил взглядом тень, которая точно так же подпрыгивала, покачиваясь на земле следом за хозяином. «С 2 кусками музей выйдет просто невероятным!» – воскликнул Джан Сань, обходя добычу кругом и уже не думая ни о чем другом. Сюй Цин отвел взгляд от опустевшего проема и вновь обратился к старшему брату. «Брат Джан Сань, мой корабль готов?» «Готов. Инструкция внутри, сам взгляни. А я пока займусь носом, постараюсь собрать его в лучшем виде». Джан Сань бросил ему небольшой флакон и тут же с головой ушел в изучение находки. Забрав флакон, Сюй Цин попрощался и направился не в отдел убийств, а прямиком к берегу 176-й гавани, где выпустил свой новый духовный корабль. С грохотом, вздымая волну, перед ним появился корабль, с виду точно такой же, как и прежний, но материал явно был дороже. С ростом доходов гавани Джан Сань явно не поскупился на новую постройку для младшего брата. Сюй Цин ощутил в корпусе слабые колебания, подавляющие разгорание огня жизни. Вспомнились слова Джан Саня о том, что именно на 8-м ранге духовный корабль обретает способность сдерживать этот огонь. Он достал нефритовую табличку с инструкцией и погрузился в чтение. Пусть на этот раз в постройке не было плоти Имлин и божественность применить не удалось, качество корабля все равно оставалось высоким, благодаря лучшим материалам, вложенным в каждую деталь. Сюй Цин, духовная лодка проста устроена, поэтому каждый ее ранг ощутимо прибавляет силу. С духовным кораблем иначе. Первые 7 рангов различаются не так уж сильно, а вот на 8-м происходит настоящий скачок, гласила запись. В твоем корабле я в основном усилил защиту, в качестве ядра поставил сердце каменного зверя, тоже ради обороны. Этого хватит, чтобы выйти на уровень начальной стадии сияющего состояния. Божественности больше нет, но место под нее я оставил. Раздобудешь плоть существа с божественностью, корабль мгновенно шагнет на 9-й ранг, а его защита сравняется со средней стадией возведения основания. На 10-м ранге он и вовсе не уступит поздней стадии. Такие корабли редкость, даже в нашей секте. И еще я поставил ту же маскировку и функцию взрыва, что и раньше, а сверху добавил кое-что новое. Самоуничтожение. Так тебе будет удобнее, а мне будет чем поучаствовать. Когда корабль взорвется, сам поймешь, как именно. Заканчивалось послание. Сюй Цин отложил табличку и поднялся на борт. Хоть корабль и лишился атаки божественностью, свою прежнюю функциональность он полностью сохранил. Активировав защиту, он вошел в каюту, устроился поудобнее и почувствовал, что наконец снова дома. Все-таки привык я к этому кораблю. Но что Джан Сань имел в виду под «поучаствовать в самоуничтожении»? Мелькнула мысль, впрочем, не задержавшаяся надолго. Сюй Цин сделал вдох, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Минуло 3 дня. С возвращением капитана история их совместных подвигов вновь взбудоражила секту, и Сюй Цин с нетерпением ждал обещанной награды. Он и сам немного успокоился. Пока капитана не было, оставаться единственной мишенью казалось опасным, а теперь внимание охотников снова делилось надвое. В конце концов, именно он взорвал нос. Главный виновник и первый в списке разыскиваемых. Если кто и рискнет напасть, выберет скорее его, рассудил Сюй Цин и позволил себе немного расслабиться. На закате 3-го дня к его кораблю пришла невысокая хрупкая женщина в сером даосском одеянии. С виду обычная ученица 3-го уровня конденсации Ци, из тех, кому в секте 7 кровавых глаз всегда приходится держаться крайне осторожно. Это была Сюй Сяохуэй, та самая, что когда-то вступила в секту в один день с Сюй Цином. Она молча остановилась у корабля, и на лице ее читалась смесь горя и тревоги. Не будь дело крайней важности, она бы никогда не осмелилась потревожить Сюй Цина. Пусть оба они и считались учениками одного поколения, между ними не было почти никаких общих дел, а Сюй Цин, ставший культиватором возведения основания и прославившийся на всю секту, был теперь недосягаем. Несколько месяцев она собиралась с духом, прежде чем решиться прийти, и, оказавшись у корабля, тут же опустилась на колени. Сюй Сяохуэй просит о встрече с Сюй Цином. Внутри корабля Сюй Цин, пребывавший в медитации, открыл глаза и спокойно посмотрел наружу. Его взгляд будто прошел сквозь стены корпуса и остановился на коленопреклоненной фигуре. «В чем дело?» – донесся его голос, эхом отозвавшийся в ушах девушки.
Сюй Сяохуэй вздрогнула и, все еще стоя на коленях, тихо произнесла: «Сюй Цин, Джоу Цин Пен погиб 3 месяца назад. Прямо здесь, в секте». На корабле воцарилась тишина. Через несколько мгновений Сюй Цин вышел на палубу и посмотрел вниз, на коленопреклоненную фигуру. В памяти всплыла картина, как когда-то вчетвером они поднимались на гору, и как Джоу Цин Пен щедро одарил его призрачными желаниями. Близкими друзьями они никогда не были, но тот подарок в свое время оказался проявлением искренней доброй воли и не раз впоследствии выручал его. Услышав о жестокой смерти Джоу Цин Пена, Сюй Цин вздохнул, хотя не был особенно удивлен. У подножия горы Семи Кровавых Глаз ученики постоянно гибли в стычках друг с другом, и война лишь ускоряла этот счет. И все же он был в долгу перед погибшим, а значит, стоило разобраться в этом деле. «Расскажи все по порядку», – произнес он, глядя на девушку. Эти слова заставили Сюй Сяохуэй покраснеть, а по щекам покатились слезы. За прошедшие месяцы она не раз отчаивалась, но простой вопрос вселил в нее робкую надежду. «Джоу Цин Пен служил в отделе береговой охраны под началом Дин Сяохая», – заговорила она. «Он выполнял для того немало дел, о которых нельзя рассказывать посторонним, и Дин Сяохай обещал ему место в своей свите. Но когда тот получил повышение и покинул отдел, Джоу Цин Пена с собой не взял. И без покровителя старые дела быстро обернулись против него. К тому же он получил немало трофеев на острове Мерфолков во время состязания 7-й вершины. Эта добыча могла бы защитить его, но из-за равнодушия Дин Сяохая на него все же положили глаз. 3 месяца назад его убили прямо на улице». Сюй Сяохуэй говорила четко, хотя голос дрожал от сдерживаемых слез, будто она долго готовилась к этому разговору. «Я пыталась сама найти убийцу, но так ничего и не узнала». «А как ты связана с Джоу Цин Пеном?» Помолчав, спросил Сюй Цин. «Он очень мне помог», – тихо ответила она, закусив губу. «Когда-то я взяла большой долг духовными камнями, чтобы купить лодку, и, не имея возможности расплатиться, была вынуждена унижаться перед другими учениками, терпеть издевательства и жить, по сути, как игрушка для чужих прихотей. Это моя вина. Я была слишком тщеславна, признаю. Джоу Цин Пен пожалел меня и помог вернуть долг. Я думала, что он влюблен, но он ни разу меня не тронул. Только помогал снова и снова. Наверное, судьба у меня и правда незавидная, но благодарность я помню. Мои силы слишком малы», – продолжила она, склонив голову к самой земле. «Сколько бы я ни старалась, сколько бы ни жертвовала собой ради расследования, за все эти месяцы я не продвинулась ни на шаг. Мне оставалось только прийти к тебе, Сюй Цин, и просить о помощи». Она попыталась прижаться лбом к земле в поклоне, но невидимая мягкая сила удержала ее от этого. «Не нужно», – сказал Сюй Цин. «Я в долгу перед Джоу Цин Пеном. Я займусь этим делом».